Ты так обрадуешься? Давай посмотрим, что же произойдет. Как всегда, с вами Вика и новый расклад Таро для мужчин. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Итак, знаете, могу сказать, что у вас жизнь, возможно, только начинает налаживаться. Причем это может происходить после того, как вы прошли довольно тяжелый период. Это может быть конфликтный период с женщиной, либо же по работе какие-то вот неурядицы, проблемы, конфликты. Но в последнее время вы уже и сами начинаете понимать, что все, что делается к лучшему, если это на работе конфликт, то вы как-то вот то ли с начальником налаживаете отношения, либо же с вашими там сослуживцами, коллегами, у кого как. Находите общий язык и, в общем-то, знаете, вас на работе уважают. Вы это знаете и иногда даже позволяете себе, может быть, кому-то подсказывать, что-то советовать по работе, потому что вы человек довольно опытный. Я бы не сказала, что вот вы человек, который зависим от денег. Хотя, в общем-то, я не вижу у вас проблем с деньгами на сегодняшний день. У вас был период, когда приходилось туговато. Но здесь мне показано, что вы начинаете, либо же уже выкарабкались из этого тяжелого финансового периода. То есть у вас, знаете, вот если в общем так сказать, у каждого по-своему начинает налаживаться жизнь. И неважно, хоть личная жизнь, хоть касательно финансов, да, вот как-то полоса удачи началась. Вот начинаете, возможно, кто-то даже жизнь с чистого листа, и вы понимаете, что даже в моральном плане вам становится легче. Даже если вы расстались с женщиной кто-то, даже если вам было тяжело, вы начинаете как будто прозревать и понимать, что ну реально жизнь продолжается и хватит раскисать. У кого-то сейчас, может быть, стоит вопрос перейти на какую-то более оплачиваемую работу, но здесь могут быть уже предложения, да? Это не потому, что вы бедствуете, это потому, что там вторая работа, которую вам предлагают, либо же, может быть, вы вакансии увидели. Вы понимаете, что там денежек побольше, но и работы побольше. Поэтому пока еще можете решать, стоит, не стоит, пока еще колеблетесь. Кто-то из вас сейчас, возможно, стоит на перепутье. Сейчас я уточню, чего это касается. Те из вас, которые, возможно, еще находятся в отношениях, да, поскольку это общий расклад, здесь может проиграться, что не так давно, либо же вы узнали про измену, может быть, вы где-то поймали за руку, да, либо же, ну, такие неоспоримые факты нашли, что стоит вопрос развода. Может быть, вы недавно вот поставили точку, да, у кого как проиграется. Давайте как раз сделаем маленький опрос. Напишите, пожалуйста, вот на сегодняшний день, какой основной вопрос, либо же проблема у вас стоит в жизни. Либо же можете, ну опять же, это по желанию, либо можете написать, какую проблему вы недавно решили, да, потому что, может быть, она недавно была, а сейчас вот как таковой проблемы нет. С финансами, с личной жизнью, с чем угодно. Пишите, у кого как происходит в жизни. Причем я вам скажу, что то, что я вижу, вот, те из вас, которые недавно разошлись, вы разошлись не без магического воздействия. На ваши отношения было сделано. Что именно, какой вид порчи, это, пожалуйста, на личный расклад, на диагностику, если кому интересно. Вы человек, который постоянно находится в движении. Вы человек, который, возможно, задумал куда-то поехать, да, либо же на отдых, может быть, родителей проведать, к родственникам, да, либо же просто в командировку, может быть. У кого-то может проиграться, что вы по работе связаны с дорогой. Может быть, вы за рулем, да, ездите постоянно, либо же, ну, как-то вот, типа, вахтовый метод. Ну, опять же, за рулем может быть разных много работ, вернее, связанных с поездками.
Вы человек, который, знаете, вот пытаюсь подобрать слово, ну, такое более мягкое. Ну, сомневающийся, что ли, да, вот не очень уверенный в себе. Вот говорю это абсолютно не в обиду, потому что вот то, что касается каких-то серьезных вопросов, вот принятия каких-то решений, вы начинаете не то чтобы вот взвешивать за и против, это само собой, а вот начинаете постоянно сомневаться, колебаться в результате, в своих силах, может быть, да, стоит, не стоит, вы можете искать какие-то оправдания. То есть вот эти вот внутренние качели, они порой вас одолевают. Ну и, конечно же, я могу сказать, что на сегодняшний день, в общем-то, ваше сердечко пока свободно. Но опять же, помним про общий расклад, да, даже если у кого из вас проиграется, что, вернее, не проиграется, а то, что вы по жизни, да, вот, допустим, в отношениях. Ну, может быть, сегодня не ваш расклад просто. Итак, давайте-ка посмотрим, что же вас так обрадует, какие события вас обрадуют, а вы примеряйте на себя, какие ситуации вам больше будут подходить. Узнаете какую-то тайну. Вот тайну, которую очень долго, возможно, хранили. Это может касаться вопрос, кстати, ребят, у кого-то может это проиграться касательно вашего ребенка. Это может быть ситуация, которая когда-то вам не давала покоя. Ну, может быть, к примеру, да, я говорю, может быть, вы думали, что вы растили не своего ребенка, а потом решили либо ДНК там тест сделать, еще какие-то способы, да, вот как-то разузнать это все. Вы получите отрицательный ответ. То есть это ребенок не чужой, понимаете? То есть тест будет, ну как, позитивный, негативный. Ну, в общем-то, я уже сама немножко запуталась. Смотрите, то есть вы получите ответ, что это ваш ребенок, да? То есть вот эта вот ситуация, которая не давала вам покоя, которые мысли, может быть, одолевали, этот период у вас закончится, это вас обрадует очень сильно, вы поймете, что ну да, это ваша кровиночка, и причем даже, может быть, вы сразу очень четко начнете понимать, ну, конечно, да, у него и это моя черта характера, и это внешность моя, и это, понимаете, вы как будто прозреете. То, что вы раньше не замечали, вы заметите. Узнаете какую-то тайну еще касательно, знаете чего? Сейчас я еще хочу уточнить. Касательно какой-то конфликтной ситуации и денег. Здесь может проиграться опять-таки по-разному, потому что знаете, вот человечек, с которым вы, возможно, конфликтовали, вы думали, что он может быть такой-сякой плохой, да, смотря какая ситуация. Но здесь откроется правда. Может быть, вам кто-то скажет, подскажет, да, вот откроет глаза на этого человека, почему он так поступил, какой он. Может быть, вам скажут, что человек переживает, что он вас обидел, да, то есть вы обрадуетесь тому, что человек осознал, да, что он вас обидел, человек хочет с вами общаться, и вы обрадуетесь, потому что вы сами хотите наладить общение, какой бы конфликт ни был. Причем здесь может касаться конфликтная ситуация вот именно по поводу денег. Может быть, одалживали деньги, а долго не отдавали, из-за этого может быть конфликт. Может быть, еще там, ну я не знаю, наследство, да, у каждого своя ситуация. То есть у вас начнет налаживаться вот именно эта сторона касательно финансов. Далее, сейчас уточню немножко. Кто-то из вас окончательно, бесповоротно поставит точку, вот именно примите решение, круто поменять свою жизнь. Здесь может проиграться то, что вы в одночасье, может быть, вот проснетесь утром, да, либо же просто это будет какое-то осознанное решение, неожиданное даже для вас самих, которое вас вот окрылит, да, вот. Это будет решение, кто-то, может быть, захочет поменять круто жизнь, уехать в другую страну. Кто-то, может быть, вот захочет поменять еще как-то свою жизнь, либо же здесь могут проиграться даже ситуации, когда вы захотите
образ свой поменять, да, вот кардинально. Если вы, допустим, одевались в одном стиле, поменяете стиль. Может быть, займетесь своим питанием. И вот это внутреннее ощущение, что вам хочется новшества, вы это осознаете. Вот именно на каком-то внутреннем, подсознательном таком уровне вы поймете, что вы хотите менять свою жизнь, вы хотите вообще перемен. Вот вам как-то скучно последнее время. Причем есть человечек, который, возможно, вам уже нашептывает, да, либо же зовет с собой, может быть, зовет вместе там начать свое дело, либо поехать куда-то, может быть, на отдых, там, в отпуск, просто, может быть, порыбачить, да. Ну, то есть вы для себя поймете, вот как будто в одночасье вы поймете, что себя таки тоже нужно любить, что нужно себе позволять какие-то маленькие хотелки, хотя бы иногда. Поэтому эта мысль вас обрадует и окрылит, потому что вы поймете, таким как раньше вы уже не будете. Это будет какое-то внутреннее прям такое ощущение. Что еще вас может обрадовать? Кто-то из вас получит деньги, причем это будут деньги, которые вы давно уже не ждете. Опять же, это может быть та самая премия, это может быть тот самый долг, это может быть наследство, все что угодно. То есть вы уже поставили крест, когда-то вы боролись. Вот почему-то сегодня очень много, если вы заметили, о финансах, да? О работе, о финансах. Ну, это, в общем-то, довольно неплохо, когда радуют финансы. Вас обрадует очень классное известие. Чего это касается, известие? Ну, вы посмотрите, ну, финансы и все. Ну, что ты поделаешь? Вот финансы, все, что касательно, ребят, вот если обобщить то, что я уже сказала, все, что касается работы, финансов, вот будет в позитиве. Если были какие-то небольшие проблемы, если были долги, кто-то из вас, возможно, даже сможет закрыть кредит. Вот если вы брали кредит какой-то, да, не могли долго отдать, то у вас появится очень классная возможность и долги пораздавать, если вы брали, либо же вам отдадут, да, у кого как будет. Поэтому финансы, работа у вас на высоте. И, кстати, кто-то из вас очень классную работу найдет, которая будет по душе. Это вас, естественно, обрадует, потому что это дело, которое у вас будет, оно будет реально вам нравиться. Вы не будете туда ходить просто из-под палки, просто потому что вот, ну, нужно зарабатывать, да, вот, ну, потому что нужна денежка. Вот реально это вас будет радовать, дело ваше. Ну, может быть, это будет ваше даже личное дело, новое дело, и вы будете вообще сам себе хозяин. Причем у кого-то может действительно так проиграться, что теперь вот я сам себе хозяин. Вы сможете, у вас есть человечек, который либо же уже на примете, может быть, это друг, брат, там, кум, сват, у кого как, с которым вы, может быть, пока мысленно, но уже как-то прикидываете, да, вот что человек хороший, человек надежный, и на него можно положиться и, ну, естественно, открыть какое-то совместное дело. Что еще вас обрадует? Ну, конечно же, это будет знакомство с новой женщиной. Причем это знакомство тоже может состояться вот где-то в пути, в дороге. Начиная от автобуса, троллейбуса, заканчивая, это может быть даже пешая прогулка, потому что это, ну, своего рода тоже дорога, это движение. Пусть и на своих любимых ножках, да, но все равно это некий такой путь. Это женщина, которая сначала покажется вам, ну, вот такая слишком вся из себя, слишком дорогая, вот она вам покажется, что, ну, вот она требует очень много вложений. Но чем больше вы будете с ней общаться, тем больше вы будете понимать, что нет, она простая. Она только с виду такая, да, вот со вкусом одетая, она держится, она имеет свой характер, свою точку зрения. И, конечно же, покажет свое настоящее лицо, которое вас очень сильно удивит и обрадует. Но она совершенно не такая в душе, какая кажется. Это вас несказанно обрадует, потому что поначалу у вас могут быть сомнения. Вот нет, может быть, она стервочка, хоть и красивая, я такую не потяну финансово. Ну, то есть таких мыслей у вас может много быть.
Но когда вы будете ее больше узнавать, вы поймете, что человек простой, человек свой, ну такой свой рубаха парень, да? И никакие понты, никакие короны ей не присущи. Это всего лишь, ну, такая, может быть, внешность. Так, ну еще давайте посмотрим, кого что обрадует. Будет какое-то приглашение, это может быть либо же семейное торжество, может быть друзья-приятели куда-то пригласят то ли в гости, то ли может быть куда-то действительно там прогуляться, компашка, рыбалка, охота, у кого как проиграется, но это будет очень теплая такая душевная компания. Особенно те, кто дружат семьями. Может быть, вы много лет дружите с семьями, да, и неважно, что вы сейчас один, вы поддерживаете отношения. Это будет очень такая теплая посиделка, да, очень теплая история, когда вы сможете понять в очередной раз, что у вас есть надежные, верные люди, надежные друзья, с которыми вы можете быть и в горе, и в радости. Еще, знаете, хотела бы добавить, те из вас, кто, возможно, сейчас проходят лечение, может быть, вы сдавали анализы, какое-то обследование проходили, да, потому что были тяжелые мысли, негативные мысли, было много переживаний, да, вот, ну, опять же, могли вам ставить какие-то диагнозы предварительные, могли пугать, что вот у тебя и то может быть, да, ну, то есть вы могли очень сильно переживать. Так вот, знаете, анализы, либо же обследование ваше не такое страшное. Но, то есть там будет небольшая проблемка, но вы с легкостью пройдете лечение, с легкостью вы избавитесь от этого недуга, если он у вас есть. И, ну, наконец-то вздохнете с облегчением, что, допустим, либо же страшный диагноз не подтвердился, либо же, ну, это какой-то диагноз, но более легкий, да. Одно, ну, к примеру, одно дело, когда говорят пневмония у вас, а другое дело, когда тебе говорят, да, у тебя банальная простуда, у тебя там насморк. То есть это совершенно разные вещи. Поэтому, ребят, будьте бдительны к своему здоровью, конечно же, но помните, что иногда и врачи ошибаются, тем более есть много, к сожалению, некомпетентных врачей. Если у вас есть какой-то, может быть, серьезный такой недуг, ну, либо же проблема, неважно, желудок, печень, почки, там, ну, все что угодно, да, лучше перестрахуйтесь и сходите на консультацию еще к другому доктору. Да, это будет затратно, но тем не менее вы либо же подтвердите свой диагноз, либо же опровергните. Ну, давайте-ка еще напоследок. Почему-то мне еще захотелось вот посмотреть, что же вас может обрадовать. Интересно. У кого-то из вас проиграется, знаете что? Женщина, которая для вас, ох, как она, я даже не знаю, вот как сказать, но это такая нервотрепка ходячая. Вы можете быть в конфликте с этой женщиной. Это у кого-то может бывшая, кто-то, возможно, сейчас в отношениях, но ругается, да, либо же живете, но ругаетесь. Вот как-то идет стабилизация отношений. Здесь не то чтобы примирение, но вот как-то человек как будто выпустил пар. Вот если она доставала вас, неважно, бывшая либо настоящая, вот она пар выпустила, вот как будто у нее закончились аргументы, яд закончился у змеюшки, да. Вот она то ли отстанет от вас, может быть, ее нападки прекратятся. То есть вот эти вот конфликтные ситуации, которые были между вами, они как-то улягутся сами собой. Вы вздохнете, вы с облегчением выдохнете, что, ну, если это бывшая, скажете, ну, наконец-то она от меня отстала, да, наконец-то она перестала мне там названивать, написывать, либо же упрекать в чем-то. Если вы вместе там живете, либо просто у вас отношения, вы опять-таки с облегчением выдохните, что ну наконец-то, да, вот отношения начинают хоть немножко налаживаться, закончились эти гребаные конфликты. Поэтому это опять-таки вас хоть немножко оно порадует. И вообще я вам скажу, что у многих из вас проиграется, что вот с кем бы вы ни ругались, я уже сегодня говорила о конфликтах,
у вас идет улучшение вот взаимоотношений с людьми, с которыми вы, может быть, были именно в таких, знаете, в кризисных моментах, либо же вы были действительно в ссоре, либо же вот какие-то такие, вроде бы и не ссора, но какие-то терки, недомолвки были. Вот у вас идет сближение, у вас идет стабилизация. И вообще я вам скажу, что у вас идет еще внутренняя стабилизация, то есть такое самоощущение. Вы почувствуете вот какую-то прям внутреннюю силу, вот окрыленность какую-то. Знаете, может быть, это связано с тем, что вот весна вроде бы надвигается. И как будто просыпаетесь, вот как медведи просыпаются против, господи, боже, уже слова забывают, дожилась. Как медведи просыпаются от зимней спячки, да? Точно так и вы, вот как будто проснетесь, да, вот почувствуете прилив энергии, прилив желания жить, творить, любить. То есть, ну, много чего будет интересного в вашей жизни. Много будет того, что вас может порадовать. Мы коротко сегодня поговорили. Примеряйте под себя, кому что подходит. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!